Сегодня мы начинаем серию видеообзоров. Вот она, наша красавица. Это модель печи Хвам 3640M. Именно от него должен был плясать весь дизайн дома. От печки. Именно от печки. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Полежи, еще не уходи. Все, позу скажут, что живой. Он позу поменял. Всем привет! Меня зовут Юлия, и я являюсь региональным менеджером по развитию бренда Хвам и Викинг в России. И сегодня я хочу познакомить вас с инновационной дровяной печью для дома от производителя Хвам. Печи и камины марки Хвам производятся в Дании с 1973 года и пользуются огромной популярностью во всем мире. На рынке печи и камины Хвам занимают лидирующие позиции благодаря своим инновационным технологиям. Печи Хвам мы называем умные печи или печи с интеллектуальной системой управления климат-контроля. На сегодняшний день печи и камины Хвам – это идеальное соотношение цены и качества, а главный секрет завода Хвам – это всегда высокотехнологичный продукт с классным дизайном и множеством инновационных фишек, которые точно никого не оставят равнодушными. И по многочисленным просьбам сегодня мы начинаем серию видеообзоров про наши умные печи, где мы подробно расскажем, в чем же главный секрет и уникальность наших печей, а также почему они так популярны во всем мире. Ну что, на улице достаточно прохладно, поэтому давайте наконец пойдем в дом и затопим нашу печь. Ну что, пойдем? Три-четыре. Ну что, вот она, наша красавица. Это модель печи Хвам 3640M в белом цвете. Ну давайте познакомимся поближе и узнаем, из чего же сделана эта печь, какие основные преимущества данной модели. Как вы видите, каждая модель печи Хвам имеет две возможности подключения дымохода. В нашем случае это заднее подключение дымохода, но также мы можем установить дымоход и сверху. А теперь давайте поближе рассмотрим дверцы на данной печи. Это модель серии М, что означает, что эта дверь выполнена с глянцевым стеклом. Это жаростойкое стекло. Основа дверцы выполнена из чугуна, что добавляет дополнительной прочности, и со временем дверь не поведет, и с ней ничего не случится, и дверь также будет легко открываться. Также хочу обратить ваше внимание на ручку в данной модели. У всех печей Хвам ручка выполнена из нержавеющей стали, и при эксплуатации ручка не нагревается за счет того, что здесь сделано два отверстия снизу и сверху, и идет постоянная циркуляция воздуха. За счет этого можно даже без перчатки будет открывать дверцу во время эксплуатации печи. Ирина, спасибо большое, что пригласили нас к себе в дом в гости, показали, как работает ваша печка. Ну и для наших зрителей хотелось бы задать несколько вопросов. Первый вопрос мой: почему же вы сделали свой выбор в пользу бренда Хвам? Юля, мне очень приятно всегда видеть гостей в своем доме. А по поводу бренда Хвам я вам скажу одно. Мы выбирали печь по дизайну. Этот дизайн был самым удачным. Ну, не зря каждая модель печей Хвам разрабатывается с лучшими интерьерными дизайнерами Дании. Выбор дизайна у нас заключался в том, что именно от него должен был плясать весь дизайн дома. От печки. Именно от печки. Все так и сложилось. Выбрав дизайн, у нас сразу сложилась концепция всего дизайна, и интерьера, и экстерьера в том числе. Ну, а расскажите, пожалуйста, какие главные преимущества этой печки во время эксплуатации? Самым главным преимуществом эксплуатации печи Хвам это является ее простота в управлении. И ей пользуется не только супруг, затапливает печь, но и я, и в том числе наша дочь.
То есть никаких затруднений в том, чтобы затопить печь и прогреть весь дом, мы не испытываем. Также в данной модели печи есть дополнительный отсек, где можно хранить дрова или аксессуары для печи, так как в этой части печь не нагревается. Также хочу обратить ваше внимание, что в данной модели и во всех моделях печей Хвам вы можете дополнительно сделать систему приточного воздуха извне. Или заднее подключение, или нижнее подключение приточной системы. Ну что, с печкой мы познакомились, теперь давайте наконец ее затопим и узнаем на практике, насколько она проста в эксплуатации и в чем же преимущество интеллектуальной системы климат-контроля. Внутренняя часть данной печи и у всех моделей печей Хвам выполнена из вермикулита фирмы Скамол. Это прессованный кварцевый песок. Преимущество вермикулита, в отличие от других материалов, это его прочность, долговечность. Это очень легкий материал, он может принимать любые формы и, самое главное, не впитывает влагу, а также выдерживает температуры свыше 1600 градусов. Также обратите внимание, что за дверцей у нас в печке прячется поворотный механизм, который помогает очищать топочную камеру от пепла, который затем попадает в зольный ящик. И завод Хвам заботится о своих клиентах. Обратите внимание, к зольному ящику идет еще верхняя крышка. Поэтому, когда вам нужно очистить зольный ящик, не забывайте про верхнюю крышку, и тогда ваш пепел не разлетится по дому. Ну что, давайте наконец затопим печь. Впервые я буду самостоятельно топить печку, поэтому давайте попробуем. Поддержите лайками, комментариями. Итак, по инструкции дров много для первой закладки нам не нужно, поэтому берем всего лишь 2 дровины. Сверху кладем дрова поменьше, складываем их домиком, все делаем как по инструкции. Добавляем немножко сверху коры для розжига. Ну все, теперь спички и вперед. Также перед началом работы печи проверяем, чтобы наш рычажок управления системой автоматики, система климат-контроля, он был переведен в максимальное положение, то есть на самый верх. Ну а теперь начинаем. Все, запустился процесс. Все, закрываем дверцу. Все, печку мы затопили, больше от нас ничего не требуется, будем лишь наблюдать, наслаждаться горением огня, потому что всю работу за нас делает печь самостоятельно, благодаря встроенной интеллектуальной системе климат-контроля. Все заслонки, которые регулируют подачу кислорода в топочную камеру, работают автоматически. Система сама управляет, какие заслонки нужно открыть, какие нужно закрыть. Благодаря этому постоянно будет поддерживаться чистое стекло и правильная температура, необходимая для чистого горения в топочной камере. Сейчас пройдет буквально минут 45-55, ну, берем час. Сейчас у нас вермикулит, он потемнеет немного, но за час уже печка войдет в правильный режим работы, и вермикулит, он сам очистится. Обратите внимание, что прошло буквально 2-3 минуты, как мы затопили печку, и насколько красивый огонь. Это все за счет того, что уже начинает подключаться автоматика, встроенная в данную печь, и автоматически регулирует все заслонки в печи. Я ничего не делаю для этого, просто наслаждаюсь огнем. На самом деле, вот прошло буквально 3 минуты, мне уже очень жарко находиться рядом с печкой, потому что прямо от стекла вот до сюда доходит тепло. Мне кажется, у меня уже этот макияж поплыл. И
Ирин, вы уже год пользуетесь печкой Хвама. Скажите, а много ли вообще дров уходит при эксплуатации печи? Мне сложно сказать, сколько конкретно дров уходит за время сезона. Ну, вот я вам, как девочка, могу сказать, что это очень экономичная печь. Ну, например, я сама поддерживала всю ночь тепло в доме, буквально закладывая по одной дровишке 2 раза всего у меня ушло, чтобы поддержать температуру в доме. А в доме довольно большая площадь, около 200 квадратных метров. Мне этого хватило. Ну что, прошел примерно час первой закладки дров, поэтому мы готовы ко второй закладке. Хочу обратить ваше внимание, что за первый час работы печи к печке я вообще не подходила, ничего не регулировала, все делала сама система автоматики. Так, надеваем перчатку, чтобы не испортить маникюр. Ручка, обратите внимание, она теплая, но она не горячая, поэтому можно спокойно без перчатки. Открываем дверцу. Первое правило, когда открываем дверцу на печах, делаем небольшой зазор и ждем буквально несколько секунд, чтобы система автоматики поняла, что мы открываем дверцу и правильно регулировала заслонки. Итак, добавляем несколько дровин. Все, закрываем дверцу. И сейчас мы с вами выберем режим декоративного горения, ну и чуть поиграем с огнем и с заслонкой. Ну что, за первый час работы печи, всего на одной закладке дров у нас протопился уже дом, поэтому сейчас мы сделали вторую закладку дров, буквально 2 минуты назад. И давайте выберем режим, минимальный режим горения, так называемый режим декоративного огня. И посмотрите, какая игра огня начинается. Ну, просто красотища. Полежи, еще не уходи. Все, позу скажут, что живой, он позу поменял. Давайте поближе познакомимся с системой автопилот, системой климат-контроля, как мы ее называем, которая встроена в каждую печку производителя Хвам, за счет чего происходит автоматическая регулировка всех заслонок в печи. Как вы видели, при затопке печи мы установили регулировочное колесико наше в максимальное положение. Больше мы к печке пока что даже не подходили. Что происходит сейчас в самой печи? В системе автопилот встроена биметаллическая пружина. При нагревании, соответственно, биметаллическая пружина расширяется и автоматически регулирует необходимое количество кислорода, которое нужно подавать в топочную камеру. За счет этого система сама контролирует и поддерживает правильное и красивое горение в топочной камере. Печка не будет перегреваться и печка не затухнет, потому что будет работать ваша биметаллическая пружина. Соответственно, наша задача при эксплуатации печи выбрать лишь правильный режим горения, который мы хотим. Если в начале растопки печи мы выбираем максимальный режим горения, чтобы максимальное количество кислорода попадало в топочную камеру для поддержания горения, то в дальнейшем мы можем выбрать минимальный режим, это так называемый режим декоративного огня. Что будет происходить? Также, мы выбрали режим, и дальше биметаллическая пружина при нагревании будет просто самостоятельно регулировать заслонки и самостоятельно подавать нужное количество кислорода в топочную камеру. Поэтому мы ничего не делаем, за нас все делает автоматика печей Хвам. Самое главное преимущество системы автопилот, встроенной во все печи Хвам, это первое, что печка на максимальном режиме горения не перегревается, не перегревает помещение.
воздух в помещении, а на минимальном режиме, в режиме декоративного огня, ваша печь никогда не затухнет, а стекло не закоптится. Поэтому в сравнении с другими производителями у печей Хвам лишь одно колесо регулировки подачи воздуха в топочную камеру. Вам не нужно самостоятельно открывать заслонку для подачи воздуха на стекло, открывать, регулировать заслонку подачи воздуха в топочную камеру. Вы лишь выбираете нужный режим горения вашей печи. Также хотелось бы добавить, что система автопилота является гарантом вашей безопасности, потому что благодаря автоматической регулировке заслонок ваш дымоход никогда не перегреется, так как температура газов на выходе не превышает 300 градусов. Соответственно, дымоход не перегревается и нет угрозы пожара. Чаще всего печку мы будем эксплуатировать, конечно, в режиме декоративного горения, поэтому сейчас после второй закладки дров мы установили минимальный режим, и к печке можем больше не подходить, она самостоятельно будет работать, пока у нас не догорят все наши дрова. Ну, давайте еще раз посмотрим на эту великолепную игру огня. Просто поднимем заслонку сейчас в средний режим горения. Вот сейчас у нас печка работает на среднем режиме горения. Все. Опять же, мы просто слегка подняли заслонку, все остальное за нас делает печь благодаря встроенной системе автопилота. Это средний режим. И давайте посмотрим еще раз, сделаем максимальный режим горения. Все. На максимум подняли нашу заслонку. Ирина, спасибо, что поделились вашим мнением. И еще раз спасибо за ваше гостеприимство. Приезжайте к нам еще. Обязательно. В следующий дом мы обязательно поставим вашу печь. Спасибо. Тогда уже высокую и в талькохлорите надо. Все обсуждается. Ну что, практически 3 часа мы уже топим нашу печку. Обратите внимание, что за все 3 часа мы использовали буквально 4 полена. Какая экономия дров. Все это благодаря встроенной системе автопилота в нашей печке. Стекло чистое, за 3 часа стекло не запачкалось, вермикулит у нас чистый, поэтому наблюдать за игрой огня в данной печи, конечно, это одно удовольствие. А самое главное для меня, как для девушки, что за время эксплуатации этой печки я подошла к ней ровно 2 раза. Первый раз, когда мы заложили дрова, и второй раз, когда делали вторую закладку дров. Итак, сегодня мы доказали, что даже девушка сможет затопить и эксплуатировать с легкостью печь Хвам. Поэтому спасибо, что посмотрели наше видео, ждем теплые комментарии, подогреваем наше видео лайками, ну а мы топим дальше. Пока! Все?